Добрый день! Хочу сегодня вам показать свои теплички. Теплички сделаны из поликарбоната. Размеры теплиц 3 ширина, 8 длина. Обе теплицы. Заходим в первую теплицу. Это мы на зиму ставили подпорки, чтобы не продавило крышу от снега. Земля в теплице с осени перекопана. Здесь убрали урожай томатов. И в течение всей зимы я подкидывала снег, чтобы земля была достаточно увлажненной. Сейчас пойдем во вторую теплицу. Холодно. На улице 0 градусов. Заходим во вторую теплицу. В этой теплице также земля перекопана с осени. Но не с осени, а последний урожай мы собрали 15 декабря. И в январе перекопали землю. До декабря, вот до 15 декабря у меня тут сидели, росли перцы. Землю я застелила черной пленкой, для того, чтобы земля быстрее прогрелась. Наверху висят инфракрасные обогреватели, которые уже подключены. И сейчас посмотрим температуру в теплице. Температура почти 14 градусов, а на улице 0. Неделю назад я уже посадила лук на перо. Вот закрыла сверху пленочкой, чтобы теплее было. Ну вот уже зеленые пошли стрелочки. Вот так. Так что еще неделька. И пойдет зелень. Я сегодня планирую посеять редиску. Да, но предварительно мне надо будет помыть стены, так как зимой было уже достаточно прохладно, и я это не успела своевременно сделать. Стены я мою, потолок мою, готовлю к сезону. Вот. Так как они, вон, видите, они желто-зеленые от листьев. Ну, сейчас начнем мыть теплицу, убирать прошлогоднюю грязь. Удобнее всего мыть керхером, быстрее и эффективнее, качественнее, скажем так. Да, раньше я мыла вручную, ведром, из ведра, при помощи губок. Но теперь меня научил муж, что это гораздо эффективнее и гораздо быстрее будет получаться. Ну вот посмотрите, как выглядят помытые ячейки и как выглядят грязные ячейки, которые загрязнились с прошлого года. Здорово. Вот результат. Все чисто, все чистенько. И слева, и справа. Красота. Заняло буквально у меня это все 10 минут. А вручную бы я мыла целый день.
Спасибо тем вещам, которые облегчают нам жизнь. Огородники. Сегодня с вами хочу поделиться своим опытом в пикировке рассады перцев. Но прежде всего хотела бы начать с показа биогрунта. Биогрунт универсальный, который я использую, очень хорошего качества, проверенного качества. В прошлом году вот я не нашла такой грунт, из-за пандемии все магазины были закрыты, а пришлось покупать в ближайшем супермаркете неизвестно какого качества непроверенную землю. И очень глубоко сожалею, что купила эту землю, в которой у меня потом завелись мошки, личинки, рассада была вялая, засыхающая, не набирала зеленую массу. Но как бы чем только я не пробовала лечить ее, но все-таки она у меня выросла, но мучительно долго росла. Вот. Сейчас, значит, я буду использовать этот биогрунт. И еще хочу показать вам очень хорошие, удобные стаканчики для рассады, которые имеют дно, съемное дно. Значит, очень удобно пользоваться ими для высадки потом рассады в грунт. Значит, стаканчик этот с дном, вот так оттуда дно это вынимается, выталкивается, и очень хорошо выходит ком с землей и не повреждается сам стебелек, сама рассада. Очень удобно использовать. Ну вот, вскрыли мешок. Почвосмесь я покупаю, как правило, в Обе. Вот сейчас немножко ее перемну руками, чтобы она рассыпчатую форму приняла. Почва эта. И займемся наполнением стаканчика землей. Вниз укладывается донышко, которое имеет отверстие. Внизу отверстие для схода лишней воды при поливе. Наполняем стаканчики. Ну, наполняем так, чтобы не полный был стаканчик, а заполнен на 1/3. Делаем в каждом стаканчике пальцем отверстие, куда будет вставляться рассада перчика. Вот так, второй стаканчик заполняем. Сделали углубление. Сделали выемку. Этих стаканчиков у меня тут 18 штучек. Не первый год пользуюсь такими стаканами для рассады. Мне очень нравится, удобно использовать их в посадке, в пересадке. Землю раскладываю сухую, но она немного увлажненная там в этом мешке. А потом уже будем проливать. Ну вот, стаканчики у нас наполнены. Рассада передо мной стоит. Эту рассаду я семенами сеяла в 20-х числах марта. Ну вот, такая она уже подросшая. Каждый сорт у меня подписан для удобства, чтобы понимать, что я высаживать буду. Так что вот это у меня тут Викинг, Калифорнийское чудо, Богатырь, Какаду, Звезда Востока, Бизон. Очень много я сортов всегда сею и высаживаю. Мне нравятся и желтые, и красные, и оранжевые, и фиолетовые. Ну и, конечно, стандартные зеленые. Вот специальной лопаточкой, шпателечком для рассады нужно аккуратно поддеть стволик перчика, не повреждая корневую систему. Вот,
хорошая корневая система образовалась. И вот для чего мы делали выемку? Чтобы сразу углубить перчик, стебелечек туда. Опа! Все, теперь вот присыпаем. Чтобы удобнее было, поэтому вот я вам сказала, что где-то 1/3, наполовину стаканчика нужно насыпать земли. Потом это все засыпем сверху до верха стаканчика. Вот. Значит, это я начала богатырь, чтобы мне потом запомнить, подписать название на каждом стаканчике и уже группкой высаживать в теплицы. Вот следующий также берем, углубляем, потом досыпем земельки. Рассада перчиков в этом году замечательная. Ну, вообще у меня перец всегда на высоте. Так же, как и томаты. Не хвалюсь, но почему-то всегда хорошая рассада. Рассады всегда сею с запасом. Сею побольше. Ну, а высаживаю каждого сорта где-то штучек по 5. У нас уже это 4-й бизончик будет. Или что это? А, богатырь. Богатырь. Вот так они выглядят в стаканчике. Земли там наполовину. Так, значит, занимаюсь с каждым сортом. Это у нас калифорнийское чудо. Сорт очень замечательный. Стенки у перца толстенькие, мясистые. Сам перчик крупный. Я вообще люблю все крупное. Чтобы уж выращивать, так выращивать. Не зря возиться. Перчиков на стебле очень много. И не боится заморозков. Вот в прошлом году мы сняли урожай перца в середине декабря. И он до последнего цвел в теплице, представляете? Так, викинг. Замечательный тоже. Рассада, я говорю, всегда у меня с запасом. Потом рука не поднимается ее выбрасывать, выкидывать. То, что уже не помещается в теплицу, то уже предлагаю всем желающим своим соседям. Соседям, друзьям, которые покупают рассаду в магазинах. Неизвестно какого качества, опять же. Неизвестно какие там сорта, урожайность. А тут сажаю уже для себя, значит, все достойно. На зиму замораживаю перец целиком для фаршировки. Делаю салаты всевозможные. Замораживаю резанный перец, чтобы потом использовать для готовки. Мы любим перчик. Ну, как вы знаете, что в перце, в красном, в сладком, я имею в виду, очень много витамина С. Больше, чем где-либо. Больше, чем в апельсинах, лимонах, даже больше, чем в черной смородине. Особенно если его заморозить и потом использовать в салатах и в готовках, то витамина С в 30 раз даже больше становится. Теперь, значит, что я делаю? Теперь в каждый стаканчик досыпаю уже сверху земельки. Досыпали, опять же, немножко утрамбовали. Рассада неприхотливая, растет без проблем. Главное, чтобы была хорошая земля. Без заражений, с добавками, с минеральными. Вот видите, в этой земле белые крупинки – это минеральные вещества добавлены. То есть сразу с удобрением. Вот. Видно? Вот они, беленькие вкрапления.
Это минералы. Следующее, что я делаю, это надо теперь подписать каждый стаканчик с рассадой, какой тут сидит, находится, растет сорт. Значит, первый мы начали, это богатырь. Теперь каждый стаканчик я подписываю и наклеиваю. Вот. Богатырь. Вот еще хотела вам показать сорта, какие я высеваю, высаживаю потом. Каждый год покупаю одни и те же семена. Мне они устраивают, достаточно урожайные. Вот мы с вами смотрели, как я пикировкой занималась. Калифорнийское чудо, перец какаду, атлант, бизон, маленькие перчики гномики, которые я потом фарширую на зиму, делаю заготовки, и потом уже занимаюсь в процессе фаршировкой. Как правило, фарширую сыром. Сыр фета. Очень вкусно. Рекомендую. Если заинтересует вас, то могу потом выложить рецепт своей заготовки. Викинг чудесный. Вон, посмотрите, длинные какие. На самом деле это не только на картинке, но оно и вживую в теплице такие можно вырастить. И вырастают они. Вот желтенький, почти оранжевый. Звезда Востока. Значит, Молдову сажаю тоже. Этот сорт, он и зеленые снимаем, и красные, ну, типа ласточки. Какаду тоже вот и желтый, и там красный вы видели, да? Ну, естественно, для цвета вот такой вот интересный фиолетовый, черный, можно сказать, пурпурный колокол для разнообразия. Сорта все чудесные, все толстостенные. Толщина стенки от 4 до 8 миллиметров. Сохраняются чудесно. На зиму прям одно удовольствие заготавливать их и потом уже использовать в готовке. Перчики рассаженные очередные. Теперь, значит, ставлю лоток в поддончик. Затем будем проливать. Проливаю я рассаду талой водой. То есть талый снег. Собираю ведро. Снег тает. И потом водичка нагревается. И теплой водой уже потом проливаю. Рассада любит талую воду, дождевую воду. В ней очень много содержится кислорода и полезных веществ для рассады. Так. Вот еще один лоточек у меня с рассадой готов. Вот в ведро я насыпаю снег. На той неделе, буквально дней 5-6, я насыпала снег. Поставила ведро возле батареи. Он у меня быстренько растаял. Вода нагрелась до комнатной температуры. Вот так теперь проливаем рассаду после того, как уже ее рассадили, пересадили, сделали пикировку. Наливаем доверху полный стаканчик. То, что мы сажали в увлажненную, ну почти практически сухую землю. Теперь пусть она напьется живительной влаги. Все этого будет достаточно. Переливать рассаду не надо, часто поливать тоже не надо. Чтобы черная ножка не образовалась у нее. И чтобы всякие мошки-блошки не завелись. Все. Будет расти. Следующее включение покажу уже вам, как она подросла, как она себя чувствует.
насколько ей комфортно, вытянулась или нет, пошел процесс в рост, пошла рассада. Все это я вам покажу.